7 самых загадочных кораблей-призраков морского мира. Тайна, страх и загадка охватывают рассказы о кораблях-призраках, которые на протяжении веков передавались моряками, рыболовами и другими людьми. Кроме того, в эту категорию входят брошенные корабли, которые были найдены дрейфующими и оставлены в запустении при страшных и загадочных обстоятельствах. Хотя все это морские легенды, и иногда им не хватает подлинности, некоторые из этих кораблей с привидениями продолжают вызывать спекуляции и тревожное ожидание. Представляем вам 7 таких загадочных кораблей, призраков морского мира, которые наверняка вызовут у вас жуткое чувство. На 7-м месте SKAZ-2. SKAZ был найден дрейфующим в 88 милях от побережья Австралии, недалеко от Большого барьерного рифа. Всего через 5 дней после того, как он отправился из Эйрли-Бич в сторону Таунсвилла, Квинсленд, в апреле 2007 года. Согласно отчетам расследования, 12-метровый катамаран был в плавании с экипажем из 3 человек, не имеющих опыта, матросов. Однако то, что с ними произошло, остается загадкой и по сей день. Их бесследное исчезновение сравнивают с экипажем Марии Селесты, другого корабля, экипаж которого пропал без вести при загадочных обстоятельствах. Многие считают, что причиной могли быть суровые погодные условия, другие обвиняют в том же пиратов или даже коммунистов. Как ни странно, судно было найдено в идеальном состоянии, за исключением одного паруса, который был разорван на куски. 3 мужчин так и не были обнаружены. По версии следствия, они могли утонуть, пытаясь распутать рыболовную приманку, зацепившуюся за руль судна. Другая гипотеза состоит в том, что одного члена экипажа могла захлестнуть волна, а остальные погибли, пытаясь его спасти. На 6-м месте S-Valencia. S-Valencia был пассажирским пароходом с железным корпусом, построенным для Red D Line и курсировавшего между Венесуэлой и Нью-Йорком. Он был построен в 1882 году компанией William Cramp and Sons, через год после постройки своего родственного корабля Caracas. 20 января 1906 года в 11 часов 20 минут Валенсия в ясную погоду отплыла из Сан-Франциско во 2-й рейс в Сиэтл. Он находился под командованием капитана Оскара Маркуса Джонсона и имел 108 пассажиров, 46 первого класса, 62 второго класса и 65 членов экипажа, всего 173 человека на борту. Валенсия потерпела крушение у мыса Билл, недалеко от Клоуза, на западном побережье острова Ванкувер, Британская Колумбия, 22 января 1906 года. При ее затоплении погибло 136 человек, включая всех женщин и детей, на борту. Некоторые классифицируют крушение Валенсии как самую страшную морскую катастрофу на кладбище Тихого океана, известном коварным районом у юго-западного побережья острова Ванкувер. Драматический конец Валенсии сделал ее предметом нескольких местных слухов и историй о привидениях. Через 6 месяцев после затопления местный рыбак Нуучанулт Кланева, Том и его жена сообщили, что видели спасательную шлюпку с 8 скелетами в соседней морской пещере на берегу залива Пачина. На 5-м месте С. Юран Мэдден. В 1947 году, проходя через Малакский пролив, 2 американских корабля отправились на спасательную операцию после получения сигнала бедствия от Юран Мэдден. Радист на борту потерпевшего бедствия судна отправил следующее сообщение азбукой Морзе: «СОС из Уранг-Медана. Мы плывем. Все офицеры, включая капитана, мертвы в штурманской рубке и на мостике. Вероятно, вся команда мертва.
несколько запутанных точек и тире азбуки Морзе спустя два слова прозвучали отчетливо. Это были «Я умираю». Спасатели нашли корабль целым и невредимым, но весь экипаж, включая собаку, были мертвыми с выражениями испуганного лица. Перед дальнейшим расследованием брошенный корабль загорелся и взорвался. Вероятной причиной могло быть чрезмерное воздействие нитроглицерина, который он перевозил нелегально. Другая загадка вращается вокруг истории паранормальных явлений и вторжения пришельцев. На четвертом месте Кэрол А. Дирин. 31 января 1921 года Диринг, судно, село на мель, все паруса были поставлены на внешний край Diamond Shoals. Эти отмели, которые простираются от мыса Хаттерас, Северная Каролина, на протяжении веков были печально известны как обычное место кораблекрушений и известны как кладбище Атлантики. Спасательные суда не могли подойти к судну из-за плохой погоды. Судно не было взято на абордаж до 4 февраля, после того, как его несколько дней бил прибой, и стало ясно, что шхуна полностью брошена. Были повреждены, колесо разбито, нактоузный ящик прогорел, а руль оторвался от его стапеля. Судовой журнал и навигационное оборудование исчезли вместе с личными вещами экипажа и двумя спасательными шлюпками. На камбузе судна оказалось, что в момент его оставления готовились определенные продукты для еды на следующий день. Катер береговой охраны Мэннинг пытался спасти Диринг, но это было невозможным. Судно было объявлено опасным для судоходства, и 4 марта оно было уничтожено с помощью динамита, чтобы не представлять опасности для других судов. На третьем месте находится Эс Байчима. Это судно было построено в начале 1920-х годов и является одним из настоящих кораблей-призраков. В 1931 году Байчима застрял в паковых льдах недалеко от Аляски, не оставив владельцу компании Hudson Bay Company никакой надежды, кроме как покинуть его. Однако следующие 38 лет он оставался дрейфующим, и его часто видели бесцельно плавающим в водах у берегов Аляски. Погодные условия всегда делали невозможным спасение, но с 1969 года оно полностью исчезло. С тех пор было запущено несколько экспедиционных программ, чтобы отследить этот загадочный корабль-призрак. На втором месте находится МВ Джойта. В 1955 году это рыбацкое и чартерное судно было найдено брошенным в южной части Тихого океана через 5 недель после того, как стало известно, что оно долго не возвращалось на берег. Миссия по воздушному поиску не могла отследить его, пока торговое судно не обнаружило его дрейфующим почти в 600 милях от источника, без следов пассажиров, членов экипажа и груза. Спасательные плоты отсутствовали, включая огнестрельное оружие и другое оборудование на борту. На палубе лежала сумка врача и несколько окровавленных бинтов, а сломанное радио было настроено на универсальный сигнал бедствия. Тем не менее, что там произошло, так и не было раскрыто, так как никого из экипажа больше никто не видел. На первом месте находится летучий голландец. Летучий голландец – легендарный корабль-призрак, якобы никогда не способный зайти в порт, но обреченный вечно плавать по 7 морям. Мифы и истории о привидениях, вероятно, произошли из Золотого века, голландско-остинской кампании 17 века и голландского морского могущества. Самая старая из известных, дошедших до нас версий легенды, датируется концом 18 века. Согласно легенде, если экипаж летучего голландца окликнет другой корабль,
он может попытаться отправить сообщение на Землю или к давно умершим людям. В XIX и XX веке утверждали, что корабль светился призрачным светом. В преданиях об океане вид этого корабля-призрака служит предзнаменованием гибели. Принято считать, что летучий голландец был флейтом. В морском фольклоре этот корабль-призрак оказал максимальное влияние, как никакой другой, вдохновив многочисленные картины, фильмы, книги. Опера «Пираты Карибского моря» «Сундук мертвеца» рассказывает историю и является самым популярным фильмом, снятым на эту тему. Ван дер Декен, капитан, направлявшийся в Ост-Индию, с чистой решимостью пытался провести свой корабль через неблагоприятные погодные условия мыса Доброй Надежды. Но с треском провалился, даже после того, как поклялся дрейфовать до конца света. Легенда гласит, что с тех пор они были прокляты вечно плавать по океанам. По сей день сотни рыбаков и моряков из морских глубин утверждают, что были свидетелями того, как летучий голландец продолжает свое бесконечное плавание по водам.